Всем привет! Сегодня мы посмотрим с вами зов вашей души, что вы должны услышать от вашей души, потому что ваша душа, я чувствую, рвется в пространство. Какой-то запрос есть, она вам шепчет сначала, потом кричит, но вы ее почему-то в упор не слышите. Для начала я хочу посмотреть, очень много было запросов и вопросов, что такое призвание, что такое предназначение. Призвание – это то, что вы должны воплотить в земной жизни. Предназначение – это героическое путешествие ваше, вашей души. То есть это намного более глобальная миссия, предназначение, да, для чего вы пришли на эту планету, в это воплощение, имеется в виду. Вот. Мы сейчас посмотрим. Итак, призвание, то есть что мы должны воплотить, это как бы зов эго в вашей повседневной жизни. Это у нас предназначение, а это мост, решение, которое вы должны принять. Я хочу вообще несколько карт сделать, потому что так даже интереснее получается. Кто хотел без музыки, вуаля, музыки нет. Музыки нет и не предвидится, видимо. Что-то произошло в моем поле пространстве, что вырубило всю музыку. Смотрите, карты выпадают. Страшный суд идет и обнуление. Ваша душа говорит: обнулитесь уже, прекратите гореть в аду, а идите на страшный суд, где всем будет по заслугам роздано, каждому. Да, пока у нас эго цепляется, это эго-прошивка темная. То есть если мы, например, цепляемся за уходящего человека, там, сферу жизни, работу и так далее, да? Это эго. Давайте посмотрим с вами призвание эго. Призвание. Что хочет эго? Угу. Вообще, карты, конечно, поют. Ваше призвание, знаете, в чем? Ну, во-первых, в этом земном воплощении, в повседневной жизни вы должны пройти через кармическую связь, болезненную, очень болезненную, где вам разбивают сердце. Ну, вот так карты говорят. Разбивают сердце, горечь потери. И через вот этот конфликт, когда вы как будто разделены, то есть вот эта планета Земля и вот эта планета Земля, но это кармическая связь между вами есть, между двумя людьми, да? И здесь двойственность, здесь через вот эту дуальность, через этот конфликт происходит и духовный рост. Через вот как раз-таки разбитое сердце ваше идет ваш духовный рост. А дальше, в чем ваше призвание? В том, чтобы вы выбирали всегда перспективы, а не мечтали, знаете как, пребывать в иллюзиях – это другое совсем состояние сознания. Многие пребывают в иллюзиях. Вам нужно четко понимать, вот у меня открываются пути, дороги. Не зависать долго в этом, в мечтаниях каких-то, в иллюзорном мире, в этом. Ну, сейчас еще мы посмотрим. В любом случае движение, у вас движение вперед должно быть. Туз дисков. После, в общем, разочарований, потерь, после вот этой кармической связи, когда, знаете, уже хоть бы по кусочкам себе кости собрать, уже как-то себя привести в чувство более-менее, да, встать вам нужно, отряхнуться и пойти дальше. И начать новую жизнь. Причем начать ее изобильно сразу, ну, как сказать, сразу изобильно.
том плане, что вы отрубаете полностью вот эту зависимость и смотрите вперед, и только вперед, не оглядываясь назад, а что там, а кто там остался. Он там остался, потому что вас разъединили высшие силы для чего-то, для того, чтобы тот человек прошел свой кармический урок, который он не понимает, да, он не хочет брать, например, ответственность, да, ну, к примеру, да, а вы для своего. Давайте посмотрим, что у вас в прошлом было, что большая личность. Ага, понятно. Смотрите, вы должны начать новую жизнь, пойти в свое предназначение, вот как раз-таки из карты призвания, найти свое предназначение, а это происходит только через духовный рост, опять духовного роста карта. То есть ваша задача в этом воплощении постоянно расти, да. В прошлом была привязка, причем дьявольская привязка сексуального характера, ну то есть. Угу. Вы уже двинуться должны в путь и обнулиться. Ваша душа говорит, вам нужно обнулиться. Уже Господь Бог вышел, говорит, обнулись уже и выйди с концами уже из этих отношений. Так, ну, хорошо, очень интересно. Я потом еще гляну, не обращайте внимания. Так, предназначение, зов души. Собственно, чего душа-то хочет? Звездные братья, защита, безопасность, доверие. Объединить, что ли, людей? Что-то идет, знаете, какая энергетика? Что вы должны вокруг себя создавать поле защиты, безопасности и доверительное пространство. В каком бы месте вы ни находились, с какими бы людьми вы ни находились, ваша задача, ваше предназначение в этом защитное поле устанавливать. И вот это доверительное пространство. Очень интересно. Так. Ну, здесь, девочки, про вас речь идет. Собрать весь свой ресурс. Хватит разочарований в любви, хватит. Вы потому что даете свой ресурс не тем, кто этого достоин, что ли. Не на тех мужчин вы раздаете этот ресурс. Не те, кто ценит, не те, кто будет вкладываться в вас. Нет, это люди, которые, пажики, короче говоря, не императоры. Так, и включите уже королеву мечей, злую тетку, и отсекайте любые вот эти разочарования, в общем, отсеките уже. Так, а давайте раскроем побольше, потому что это интересная очень тема. Ну хорошо, она в королеве мечей может до скончания времен быть. И что? Предназначение-то в чем? Вам нужно перетрансформироваться в королеву жезлов и в звезду. Ого! Девочки, ваше предназначение быть целительницей, быть звездой, быть медийной, может быть, личностью, может быть, объединять вокруг себя людей, создавать вот это поле, пространство, защиту и вести за собой. Вы из злой тетки должны превратиться каким-то мгновением, волшебной палочкой, своей же собственной, вы должны превратиться в королеву жезлов. То есть это женщина, которая сотворяет сама свою вселенную, очень активная, очень страстная, огненная, но ее страсть не уходит, ее ресурс не уходит, короче говоря, темным мирам через сексуальные привязки. Вот как. Звездой стать, недоступной звездой, далекой звездой. От вот этих вот
пажиков, которые рыцари мечей, которые резкие, как понос, молодые такие ребята. Они могут быть и 60-летние ребята, но резкие, понимаете? Они влетают в ваше пространство, берут свое и уходят в закат. А вам нужно это исцелить. У вас много, очень много разочарований, связанных с любовной сферой, потому что выбирать не умеем. Так. Выбери уже свое обнуление, как говорит душа. Обнулись. Обнулиться — это значит полностью очиститься от любых привязок. Вот полностью. На моем курсе «Сокровища рода» я, кстати, давала там практику там по поводу рода, но там же все, вот эти родовые программы мы чистим все. И он очень хорошо будет для вашей личной трансформации. Вот просто вы фундамент почувствуете. Поэтому берите его сейчас, пока он стоит 3000 рублей. Потом я его сделаю дороже, потому что я, во-первых, его дополнила. Там еще новые практики появились, очень такие, ну, мощные. Обращайтесь, пишите мне. Так. Обнулите состояние жертвы. Обнулите вот это. Знаете как? Вы входите в отношения, не в те вот отношения, да? Начинаете туда вбухивать весь свой ресурс, остаетесь разочарованы. Одна, королева мечей — это одна, она одиночество вообще-то. Он уходит в закат, вот, она в состоянии вот этого разочарования, болезненных ощущений в теле, в сознании, никак не может перетрансформироваться, сидит, горюет, короче говоря, баба-яга получается. А вам нужно в богиню превратиться и распаковать свое как раз-таки предназначение. Карта звезды — это предназначение, это что-то далекое. Ну, то есть это далекое духовное путешествие ваше совершить. Вы должны через ваше обнуление, когда полностью убираются все привязки по нижним мирам, все паттерны поведения темных, вот которые темные прошивки через поколение в поколение передаются. Может быть, я говорю сейчас абракадабра, но нет, это так и есть на самом деле. Смотрите, в призвании и в предназначении перекликаются карты. Здесь вам нужно взять свой туз пентаклей, потому что вы нефтяная скважина, девочки. Вы обладательница божественного ресурса. Это божественный ресурс. Что это такое вообще? Это то, что ценится больше всего на планете Земля. Это энергия. Вы обладательницы этой божественной энергии. У вас ее много просто. Поэтому дьявол не дремлет. Он очень любит вот эту вкусную энергетику вот таких женщин, светимых, которые проявлены в этот мир, которые идут, кстати, по своему духовному развитию. Знаете, когда у вас ангельские энергии, а дьявол хочет это пожрать, вот понимаете? И это происходит через отымание у вас этого ресурса через любовь. Ну, то есть неправильную любовь. То есть когда она не настоящая, а когда вот эти привязки идут какие-то. Вот. Что им делать-то надо? Ну да, с вами манипулируют, с вами играют, с вами вас обманывают, вас предают. Вы уходите разочарованные из этих отношений. Ну, либо уходит человек из этих отношений в закат. Я говорю, ушел и все, и вернусь не скоро. А что с этим делать? Но, знаете, скоро восторжествует справедливость. А знаете почему? Потому что сам Господь уже, Творец, вышел и говорит, ну это безобразие, вообще что происходит? Когда верховная жрица сидит в плену, это безобразие, говорит, так не должно быть. А что должно быть? А должно быть наполнение вас любовью, наполнение вас, каждое, чтобы ваше желание исполнялось. Вот королева жезлов и звезда, это когда, еще и мистик вышел, знаете, это когда вы любое свое желание можете исполнить вот так, просто подумав об этом. Даже не надо магичить, не надо вот эти ритуалы какие-то делать, нет.
Здесь в другом дело. Дело в намерении, в силе вашей мысли. Учитесь, девочки, учитесь отстаивать свои границы, учитесь и принимайте вот эти уроки, то есть поймите, уже соберите уже волю в кулак, посмотрите, оглянитесь на свою жизнь, но недолго, недолго. То есть в королеве мечей вам недолго нужно находиться, не надо там веками находиться, и все, я злая тетка, теперь никого не подпущу. Нет, вы должны перетрансформироваться. То есть посмотрела на свою прошлую жизнь, посмотрела, я что-то делаю не так, видимо, да, что, а что вы делаете не так? Вы просто умеете любить, и вы любите, и все. То есть вы сливаете свой ресурс, любя безвозмездно. Знаете, как безусловной любовью, когда материнской любовью любите мужчину. Девочки, этого делать нельзя ни в коем случае. У мужчины есть мама, которая должна его любить материнской любовью и принимать его любым. Босым, безволосым, вообще в любом аспекте. Он там накосячил, она все равно его принимает. Нет, вы так делать не должны, потому что вы должны, ваша задача вообще на этой планете взращивать мужчину до настоящего мужчины. Если он не понимает, знаете, один не понимает, другой поймет. Ну, я говорю вам, у вас счастье. Господь вам говорит, у вас должно быть в предназначении вашем сеять вокруг себя счастье, создавать вот это поле счастья, доверия, пространство любви с настоящим мужчиной, кстати. Девочки, у вас пара идет, причем очень быстро. Если вы перетрансформируетесь, да, по силе это прям очень, ну, на вашу силу он идет на самом деле. То есть ваша внутренняя готовность. Вот смотрите, вот человеку же тоже дают, например, какие-то ключи к пониманию, ну, ответа от Вселенной, да, возможности какие-то, открывают дверь, вот иди туда, возьми это, тебе это поможет, да. Человек может быть не готов в этом моменте, и тогда эту возможность раз и убирают, и все, и нету этой возможности, да. Поэтому нужно себя настолько перетрансформировать, переболеть вот это состояние, разрешить себе переболеть какое-то количество времени. Я вам сейчас лайфхак скажу. Вот, я хотела его записать на платный курс. Не знаю, будет ли у меня возможность вообще. Ну, я этим займусь, короче говоря, этим вопросом. Я хочу еще один курс создать. Вот. И для вас, девочки, ну, мальчики тоже, слушайте внимательно, потому что все, что я говорю, истина. Итак, сейчас тяжело это тащить. Самоценность себя поднимайте, девочки. Любить, любовью наполняться, внутренней любовью, а как? Собирать свой ресурс. Так. Какое интересное сочетание карт. Собрать весь свой ресурс и пойти в свою стабильность, в свою собственную стабильность и в счастье. И в любовь. И у вас тут любовь, кстати, сразу. Как вы только осознаете то, что я сливаю сейчас свой ресурс не на того человека или не на тех людей, да, если это семейство ваше, придурочно. Вот. Так что нужно делать? Итак, лайфхак на $1 000 000. Я в каком-то из видео говорила об этом. Это, по-моему, я в личной консультации говорила. Ага, да. Вы берете, вот вам нужно пройти трансформацию. Трансформация должна произойти на всех уровнях бытия. То есть вы работаете со своим сознанием через чтение духовных книг, через практики, через медитации, через нахождение инструмента, например, это человек, либо проводник ваш, через него вы познаете и
осознаетесь, то есть ваше сознание к осознанию приходит, то есть совершенствуется. Второй момент. Вы должны измениться внешне. То есть вы начинаете что-то делать, но не трансформировать свою внешность, знаете, как это, губы там сделала себе, лицо переделала, там грудь вставила, убрала, вот это все нет. Да в другом аспекте. Вы просто начинаете делать, заниматься динамической какой-то практикой. Либо это какая-то динамическая медитация получилось, потому что это танцы. Либо это танцы, либо вы идете, занимаетесь растяжкой. Если вы занимаетесь какой-то, в общем, физической деятельностью, активностью для вашего тела. Далее вы свою внешность, вот прям смотрите на себя в зеркало и замечаете в себе, что бы ты хотела, вот чтобы прям вот какой ты хочешь стать, какой, да, или каким человеком, да, может быть, перекрасить волосы, стрижку сделать там и так далее, да, это как внешний, да, аспект. На самом деле, кстати, это так интересно завязано, вы знаете, духовное, когда у тебя идет, плюс физическая нагрузка, ловкость появляется, гибкость, сила в мышцах, сила в теле, оно начинает обновляться, оно как будто начинает молодеть. Но оно на самом деле начинает молодеть, потому что вспять как будто эти, как их называют, процессы-то идут вспять. Так, сознание, тело, дух. И еще движение. Движение в жизни, движение в материи. То есть, смотрите, наравне с духовным продвижением каким-то, с осознанностью, с тем, что вы практики проходите, там, медитируете по 200 часов в день. Нет, еще плюсом движение в материи. Я конкретно сегодня делаю вот какие-то шаги для того, чтобы выйти на другой уровень бытия, да? И вы прям конкретные шаги себе прописываете. То есть вот у вас какие аспекты. Внутреннее, внешнее и движение. Обязательно движение. Вот. Без движения нет жизни. Вот. Еще какой момент есть. Вот так интересно, если люди, например, живут долгое время в условиях, такого, знаете, как непригодны для жизни условия, это вот, знаете, когда у нас нет такой возможности, все почти в городах живут, то есть там в маленьких, может быть, городишках, там, селах и так далее, но хоть какая-то деятельность есть и земная, как сказать, цивилизация. Когда вот вообще без цивилизации, так интересно, когда люди приходят из, например, пожил человек там в пустыне, в тайге где-нибудь, какой-то период времени, да, он возвращается в город, то есть он не отшельник, он просто познает себя через это путешествие, у него как духовное путешествие через вот эту физику идет, потому что там нужно выживать в этой тайге, в той же, да, приходит в город, я вам сейчас понимаю, что это не совсем может быть вам актуально, но приходит в город, когда у него ловкость появляется в обычной жизни. А почему? Да потому что он там выживал, и там он сначала на трясущихся коленках, ножках, там, например, забирается там на скалы, по льду идет, там цепляется, да, а потом приходит в жизнь, когда вот в обычную цивилизацию, да, и вроде бы я не занимался физической нагрузкой, но здесь, оказывается, ого-го, какие процессы происходят. Это я вот что хочу вам сказать. Самую главную мысль о том, что физическое ваше тело нуждается просто в движении, в том, чтобы вы им занимались. То есть если у вас нет возможности уехать в тайгу там, и выживать, и вы не хотите, более того, это делать, да,
то, соответственно, занимайтесь тем, что занимайтесь, в общем, своим телом и своим сознанием. Вот, вы вычищайте все говнопаттерны, которые есть, собственно, те, которые вас привели в эту точку, когда вы поняли, что дальше так жить невозможно, ну просто невозможно, я не хочу так больше жить. Вот. Я к такой точке пришла, я поняла, что, ребята, я уже все, и можно я просто либо остановите землю, я сойду, либо мне надо что-то делать. Вот. Поделюсь с вами, как только я пройду эту трансформацию, я поделюсь с вами результатом, потому что пока я только в процессе. Так, решение, которое необходимо принять. Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, пробудить ваш потенциал и встретиться с вашим бессознательным. Вот оно как раз. Оглядываемся на свое прошлое, вычищаем все вот эти паттерны, знаете, может, надо даже записать в тетрадке, в вашем дневнике, где у вас самые главные какие-то болевые точки и затыки вообще, что происходит, да? Почему у меня не получается в этой сфере, и начинаете что-то делать. Вот еще какая практика. У меня сегодня, знаете, как это меня кидает, колбасит из одной практики в другую. Вы должны еще записать в своем дневнике ваше желаемое состояние внутри, какой вы хотите быть женщиной, либо каким хотите быть мужчиной. Желаемое состояние души внутри. А внешние аспекты – это чем я хочу заниматься, плюсом. И если вы загадываете, хотите, не то что загадываете, если вы приглашаете в свою жизнь любовь, пару, да, вы хотите построить, ну, действительно классные, счастливые отношения, то в этих отношениях вы, знаете, вы не прописываете, например, женщине, не прописываете, какой он должен быть рост, там, вес, цвет глаз, вот это все, это туфта. Нет, самое главное, вы пишете состояние себя рядом с этим мужчиной. Что вы хотите чувствовать? Что вы хотите внутри себя чувствовать в этой паре? Понимаете? И вот здесь происходит переворот. Ну, то есть нужно заняться этим вопросом, пописать, и потом у вас происходит волшебство в жизни. Итак, мост, решение, значит, очистить свое бессознательное, встретиться с ним, проработать это все, вычистить и встретить свой потенциал. Я вам могу так сказать. Вот 90%, кто меня слушает, обладают, ну, просто недюжинным энергетическим потенциалом. Вы могли бы свернуть горы, если бы захотели. Но многие люди сидят на раскладах YouTube, на раскладах Таро, там, в медитации бесконечно, там, в медитации я царь и бог, я там повелеваю пространством и так далее. Нет, это нужно еще в материю привнести, понимаете? Это самая главная работа, которая вообще происходила, если вы знаете такого йогина, мудреца Шри Аурабинда, и там у него наставница была мать. Ну, то есть они, как сказать, они построили город будущего. Как же он называется? Забыла. В Индии, в общем. Где там сообщество людей, там реально там русские люди живут, то есть кто хочет, да, и там все вносят свою лепту, там у них своя какая-то система вообще управления этим городом. В общем, что делала мать? Ее так называли, мать. Гуру она была, ну, то есть женщина вот эта. Она делала самое главное, то есть она обладала вот этим божественным потенциалом внутри, то есть энергетика, ого-го. Она из очень богатой семьи женщина была, ну просто вот фундаментально. У нее там отец и мать, ну то есть аристократка, она могла бы вообще ничего не делать. Но она с детства обладала, она знала, что она обладает вот этим ресурсом и вот этим сверхспособностями.
там летать в миры другие, видеть более, чем обыденную реальность, да. Это вот знаете, как я, например, вчера записывала видео для своих курсантов, и у меня там в кадре летают плазмоиды, вот реально плазмоиды. Кто-то думает, ой, да это, наверное, пыль там и искажение там объектива, там камера не так снимает, от свечи, вот это нет, ребят. Это энергия, которая обладает вот как раз, блин, я начинаю заговариваться, господи. Когда мастер сидит и он погружается в другое состояние сознания, то есть я как проводник работаю, у меня энергия фигашит так сильно, то есть я отдаю ее очень много, поэтому вокруг меня как раз-таки закручиваются вот эти плазмоиды, они просто раз, полетел, тут полетел, это не пыль, ребят. Вот, к тому, что мать, вот она обладала вот этим ресурсом, и она встречается с Шри Аурабинда, а он был сначала революционером. В общем, это долгая история, хотите, почитайте. Вот, если интересно. Так вот, она что делала? Она привносила, и самое, она говорит, трудное, это была работа, потому что она невидима глазу. Из мира, вот из этого светового пространства привносить в материю. Вот это свечение бесконечно и бесконечно и бесконечно. То есть она могла остановить конфликт какой-то, причем она была на расстоянии. Ну, то есть это вот уже факты про нее. Она могла остановить бурю, допустим, буря, там, ливень, все. Она заходит в комнату, все. Вокруг этого пространства, где она, вот как раз-таки ваша задача создавать такое пространство, где будет комфортно людям, где они будут чувствовать себя защищенными. Вот частично я сейчас этим и занимаюсь. Я делаю такое пространство для вас, для того, чтобы вам было комфортно, хорошо и защищенно. Даже если я какие-то говорю вещи там жесткие, и по вашему эго это бьет, ребятушки мои дорогие, это именно для вас делается, для того, чтобы вы разотождествились со своим эго и пошли в свой духовный рост. Итак, выбрать вам нужно путь, защищать свои границы и прекратить в мутной воде плавать. Ой, боже мой, что, не опять, что ли, вот это вот вычищать? Да сколько же можно, да? Я смотрю просто мои люди, вот кто со мной занимается очень давно, уже по моим раскладам, там, они уже все, ну заманались, мы уже все вот прошли, и это проработали, и то проработали, да сколько можно? Ребятушки, это просто бесконечный процесс, это бесконечный, правда. Силу свою пробудить вам нужно, силу, внутреннюю силу. Внутренняя сила, этот потенциал и этот, ну, вот это световое поле как раз-таки вокруг вас будет, если у вас энергетическая сила будет внутри. Кстати, ваши партнеры кармические, ваши вот эти вот мужчины, которые приходили в вашу жизнь, а потом уходили, да, в закат, вот он пришел и ушел в закат, в шляпе такой, классный, они вам показывали, насколько вы обладаете этим ресурсом, на вас просто слетаются, как на медовую энергию, вообще любой человек. Я вам скажу секрет, вы обладательница вот этой медовой, классной, сладкой энергии. И поэтому этой энергией хотят поживиться все вообще, все, кому не лень. Там женщины другие, которые не обладают такой энергетикой, а есть такие, которые не обладают. То есть вы думаете, что это все, что ли? Нет. Мужчины вообще все поголовно. Вот. А уж после сексуальной встречи с такой женщиной, мужчина ее не забудет никогда. Ну, то есть это факт. Поэтому они могут, конечно, уйти в закат, забыть вас. Я забыла ее, я даже о ней не вспоминаю. Но знаете, когда вы станете для него звездой, когда вы прекратите вообще, в принципе, даже думать об этом человеке,
и вспоминать его как, знаете, как, ну, с благодарностью, потому что действительно этот человек пришел в вашу жизнь для того, чтобы через жесткие достаточно уроки показать вам, насколько сильной мощью вы, сильной мощью, да, насколько большая сила в вас сидит. Она не проявленная просто, потому что вы не цените себя абсолютно. Вот карты летят. Я говорю, ценность себя откройте, наконец. Зарождение амбиций, когда. Вот королева мечей — это такое состояние, когда оно должно быть, проснуться в женщине, когда она в ярости, когда она, да сколько можно. Как со мной, с королевой, вообще вот так можно, да? Но недолго, ну недолго. То есть себе дать, ну максимум так, хорошо, я в королеве мечей, но просто вот я, не знаю, у меня мозг работает именно аналитическое мышление, очень четкое. Хотя людям кажется, что я вообще в хаосе живу. Нет, на самом деле у меня очень четкие простроенные шаги вообще, куда я двигаюсь по жизни. И в голове у меня всегда так, я себе разрешаю максимум, вот я себе, кстати, разрешала максимум поваляться, у меня было такое состояние, мне очень было больно, просто болезненное состояние. Ну, и трансформация еще была, да. Максимум 3 дня. Я прям отсыпалась, ребят. Я вот прям по 2 часа, вот я вот так вот ложилась, то есть ей была возможность, я спала. Я даже не могла себя собрать в кучу и делать какие-то дела, потому что я понимала, что я сейчас вообще в полном безресурсе, да. У меня болело все, а особенно голова, конечно, знаете, как обручем, как будто вот стягивает это вот. Это как раз-таки, когда спадают с тебя вообще все прошивки, вот эта вся хрень. А еще вас хочу предупредить о том, что очень многие новички сталкиваются с тем, новички, те, кто уже много трансформаций прошли, с линькой, так называемой. Линька, это, знаете, это вот как раз-таки состояние отката, такого отката, когда вы вроде я делаю, что ж такое, я встаю утром, опять то же самое состояние, вот это вот оставь, старушка, я в печали, да, вот это вот состояние, это у вас происходит линька, так называемая, духовная, то есть вы уже светимы, во-первых. Во-вторых, вы где-то показались, то есть вас уже заметили, высшие силы вас замечают. Те, кто светит, вас замечают. Вы, например, пришли в место силы помедитировать, да, посидеть. Вот меня так заметили уже. Высшие силы, они так замечают. Дух местности заметил вас, все. Он начинает за вами приглядывать, как бы вы куда развиваетесь, да. То есть это не в плохом аспекте, это не сущность какую-то вы там подцепили, нет, это другое. Просто вас уже замечают, в природе вас замечают, духи местности замечают, духи, которые обитают в пространстве, в тонких мирах, это тоже. Поэтому вас укладывают, немножко полежи, подумай, максимум 3 дня, неделя, но это вот прям максимум. Я себе даю неделю, это вот... Неделю я валяюсь, это когда я совсем, знаете, я даже когда я болею, очень сильно тяжело, а это, ребят, это прям вот, ну, в больнице люди с таким диагнозом лежат, да, я все равно продвигаюсь в материи, я двигаюсь, более того, я что-то делаю, не просто что-то делаю, а делаю что-то качественное. То есть это говорит о том, что я на 150 000% больше делаю, выдаю результат, чем... Ну, ладно, пожалею себя, в жалость к себе начинаю впадать, да, нет, я себе просто этого не разрешаю. Так. Ну многие, знаете как, с закрытыми глазами двигались, когда непонимание. У вас был еще, знаете, как ситуация такая, что вы не знали, как разрешить этот конфликт. Вы думали, что у вас, ого-го, какой выбор, на самом деле выбора не было. Как идти только в победу. Представляете, что карты говорят? И в материальное благополучие ваше. Ну, потому что вы нефтяная скважина, девочки, вы обладательница этого ресурса, медовой вот этой энергии, сладкой энергии. Поэтому
нужно тщательно вообще выбирать, с кем вам иметь контакт. Дружить можно со многими людьми, с мужчинами, с женщинами, дружить. Но дружить телами выбирайте. Потому что вас могут опять загнать в треугольники, где вы будете опять в кармическом уроке болтаться и в ограничениях сидеть, в клетке. А кто вас изгоняет постоянно в этот... Господи, верховную жрицу в самоограничение посадить, прикиньте. Она божественной интуицией обладает, она богиня, она в самоограничениях. В самоограничениях, в ограничении ее сажают, когда ее втягивают в любовный треугольник, да. Когда она идет по дьяволу, девочки, когда вы по искушениям идете, когда вы влюбляетесь просто в мужчину, башку теряете полностью, все, голова вообще снесена, он такой энергией обладает, о Господи, я его хочу. Вот это говнопаттерн, это темная прошивка, понимаете? Для того, чтобы отыметь вас, извините, и взять этот ресурс. Через мужчину. Это темными делается, чтобы херачила вот эта энергия, а кто-то на этом наживался. Кто наживается на этом? Ну, понятно, он вообще в страхах сидит, у него стабильности 0,0, но манипулирует. Хочет манипулировать и постоянно находится на выборе мужчина. Вот недоимператор, хочется сказать. Который сваливает в закат. Который очень любит себя, просто вот, знаете, нарциссическая, вот когда вот любовь к себе, ну, не знает границ. Корона поддавливает так сильно на темечко, что, ну, собственно, вот он в этой короне и сидит, император, да, ушел, любовь к себе просыпается неимоверная. Он идет вроде в устойчивое богатство, срывает куш с вас, срывает куш через вот эту сексуальную привязку. Дальше он находится в разочарованиях. Дальше пытается балансировать ресурсами. Он все в семью это, короче, относит. И потом уравновешивается. И это долгое время продолжается. Потом опять быстрое продвижение в материи. Я говорю, он все тащит в семью. А вы любите его. До усрачки, хочется сказать. А он все это в семью. А он король огня. Он только по сексу. Понятно? Ну и все. И у всех разбито сердце. Особенно у девочек. И безысходность. Нормально карты говорят? Девочки, все. Смерть этому. Трансформацию идем. Окончание и переход. Вас ждет окончание и переход. Чтобы он был в статусе бывшего. Выбор у вас какой? Выбирайте любовь. Выбирайте любовь к себе. Выходите из этой жертвы. К вам должен проявляться мастер процветания. Мужчина, который в вас будет вкладываться, который знает цену себе, цену вам. То есть, как сказать, он ценит вас не как ресурс, не как женщину, которую нужно только, вот знаете, вот это вот все, а он понимает, что я ставлю башню. На что ты ставишь башню? На Луну он ставит башню, представляете? Вот этот мужчина стабильный, он ставит башню на любые непроявленные действия, на любые мутные какие-то истории, когда адюльтерчик, когда за занавеской, когда ничего не понятно, шито-крыто, а все это я несу в семью. Ой, Господи. Вот честно, я хотела вообще в другом ключе расклад вести. Но вот меня ведут высшие силы, я вам говорю ртом, своим ротом говорю то, что мне говорят высшие силы. Поэтому извиняйте, если вам не заходит сейчас вообще моя энергетика, ну, закрывайте и не смотрите просто. Воинственный энтузиазм. Так, это кто? Ну это посланник любви к вам будет проявляться.
к такой роскоши. Вот когда вы достигнете, девочки, когда вы достигнете полностью состояния вот этой роскоши внутри себя, когда я самодостаточна, я роскошна, я занимаюсь своей жизнью, полностью удовлетворена своей жизнью, потому что я занимаюсь собой, своими детьми, там, животные, если у вас есть там кошки, собачки, да. Короче, занимайтесь собой вообще полностью. Тогда к вам с воинственным энтузиазмом вскакивает на льва вот этот вот рыцарь. Лыцарь, он даже не на лошади скачет, а на льве. И будет он борьбу не с вами устраивать, а с мужчиной. Это конкуренция. Конкуренция. Вы должны устроить ему конкуренцию, чтобы он с любовью проявлялся. Да, чтобы любовь свою показывал, чистую любовь. А он говорит, я обнулился, да, ты моя вселенная, я тебя люблю. Я разочаровался, я глубоко копал, да, ты ушла, и все, у меня идеи сразу поперли. Потому что ты мое солнце, я понимаю, что без тебя жизни нет. Сейчас я отшельник, я один, нет, я защищаю свою позицию. Я готов работать, потому что ты моя страсть. Девки, на этом закончу. 2 кубков вас ждет, я не знаю, с этим ли, с другим ли. Королева воздуха, отрубайте всех, кто сжрет вас просто. Нещадно. Но недолго. Всем удачной недели и пока-пока.